Всем привет, приветствую на канале. Сегодня мы рассмотрим еще одну неисправность BMW X5 E53 кузов. Как мы видим, не открывается дверь, растянулся трос ручки. И сейчас мы рассмотрим несколько вариантов устранения этой неисправности. Нам понадобится снять дверную карту, снять ручку и снять механизм дверной ручки. О том, как снять дверную карту и ручку с механизмом, уже есть видео на канале. Ссылку оставлю сверху в всплывающем окне и под видео в описании. Итак, дверную карту мы сняли. Далее нужно отсоединить трос ручки. И отсоединяем фиксатор тросика ручки. И снимаем ручку. Готово. Силюминовая ручка снята. Неисправность в этих ручках зачастую вот в этом месте. О ремонте ручки у меня уже есть видео на канале. Ссылочку оставлю вот здесь, во всплывающем окне сверху и под видео в описании. Теперь приступим к снятию тросика. Для этого нам нужно поддеть вот эту защелку, фиксатор. Так, и выводим трос с посадочного места. Готово. Так выглядит наш трос. На тросе ручки есть место для фиксации. Диаметр его 8 мм. Рядом есть еще одно такое место другого диаметра. Сейчас мы замеряем диаметр. Оно у нас диаметром в 1 см. Нам необходимо его уменьшить до 8 мм. Для этого нам понадобится тонкий надфиль. И при помощи тонкого надфиля уменьшаем диаметр. Итак, после 10 минут усердных работ надфилем мы имеем два абсолютно одинаковых посадочных места. Родное посадочное место 8 мм и второе посадочное место, которое мы только что уменьшили, до 8 мм. Сейчас мы рассмотрим один из вариантов устранения неисправности. Нам необходимо поддеть пластиковую крышку и отщелкнуть. Здесь у нас есть возможность регулировки. Нам необходимо утопить вот эту вот пластиковую штуку глубже. Тем самым мы сократим размер тросика. Его можно достать полностью и переустановить глубже. Нажимаем и защелкиваем. Далее устанавливаем пластиковую крышку на место. Готово. Далее устанавливаем наш трос на место. Направляем. И защелкиваем фиксатор в силюминовой ручке. Готово. Можно устанавливать. Далее устанавливаем нашу восстановленную ручку на место. Заводим ее в таком положении. И поднимаем вверх. Вот наш крепежный болт. И направляющая вот с этой стороны. Фиксируем ручку при помощи болта. Готово. Далее устанавливаем уплотнительные резинки на место.
Одна. И вторая резинка. Приступаем к установке ручки. Для этого нам необходимо зацепить силюмин, пододвинуть к себе. И в таком положении необходимо заводить ручку в посадочное место. И проворачиваем против часовой стрелки. Готово. Ручка на месте. И зажимаем нашу ручку при помощи ключика на 8. Чувствительно поджимаем. Достаточно. Далее устанавливаем фиксатор тросика во второе положение, которое мы дорабатывали, и защелкиваем его. И фиксируем трос ручки. Перед сборкой проверяем. Отлично. И устанавливаем личинку замка на место. При помощи шестигранника закручиваем. Поджимаем. Достаточно. Сразу можно установить на место заглушку. Наружная часть заглушки и внутренняя. Далее устанавливаем шумоизоляцию на место и устанавливаем на место подушку безопасности. И зажимаем. Далее устанавливаем нашу карту на место. Нам нужно выпустить провода наши для подключения блока стеклоподъемников. Далее нам нужно подключить наш трос открытия ручки. Проверяем правильность установки защелки ручки. Вот наша подсветка. И аккуратно подсоединяем. Далее устанавливаем карту и защелкиваем верхние защелки. Далее защелкиваем боковые клипсы. Подключаем разъемы блока стеклоподъемников. Один. Второй. И последний, третий. Проверяем. И устанавливаем блок стеклоподъемников на место. Аккуратно заводим. Готово. И закручиваем крепежные болты нашей карты. Второй.
Защелкиваем защитную крышку. И закручиваем последний крепежный болт. И устанавливаем на место декоративную накладку. И устанавливаем на место плафон подсветки. Устанавливаем разъем. И заводим наш плафон в посадочное место на карте. И защелкиваем. Готово. На этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. До встречи на канале. Всем пока.